Итак, рассказываю. Я вчера летела 18 часов, и я не спала вчера 28 часов. Я когда прилетела, меня встретили ребята, меня встретили Лиза с Ильей, и я осознала, я начала считать, сколько я не спала, и я поняла, что я не спала, 28 часов, больше суток. Я в самолете, наверное, поспала минут 30, потому что... Помните, как я вам нахваливала этот Swiss Airlines за их бизнес-класс? Так вот, в этот раз я полетела экономом, и это какой-то пиздец. Во-первых, там кресла вообще не откидывались назад, ну так, совсем вот чуть-чуть. И поэтому всю дорогу я сидела в сидячем положении. И, если честно, когда я вышла из самолета, я чувствовала себя стулом. А может просто стулом стать. Короче, я себя ощущала вот так. Вот так. Кормили какой-то странной дичью. Первый раз нам раздали, нормальную еще еду, там какая-то хоть курочка была маломальская. И как назло я не хотела есть. А потом был завтрак через 12 часов, и нам принесли, внимание, макароны с овощами. С чем же они были? Они даже были не с овощами, нихуя, они с горохом были. Макароны с горохом, как вам такое? И еще был салат. Угадайте, с чем был салат? С макаронами, нахуй. Там были макароны в масле с соусом песто. Я думаю, ничего себе, а на десерт что, макароны с сахаром? И у нас не было интернета всю дорогу. То есть я всю дорогу пыталась зайти в интернет, чтобы просто написать Илье: Илья, нас задержали рейс, поэтому не приезжай в 4, приезжай в 5. Я специально подключила себе самый дорогой интернет, якобы, который будет ловить всю дорогу для того, чтобы пройти mandatory тесты. Это обязательные тесты в Zoom, типа твои первоначальные тесты. И я думаю, о чем же они будут? А я в Праге бухала 6 дней подряд. И я захожу на сайт, и там написано alcohol tests. A risk reduction approach. Я думаю, какого хуя, вы чё? Но я прошла тесты, кстати. У меня скор был типа 100%. То есть я на все вопросы ответила правильно. Там было про алкоголь, про наркоту, sex education. Там было рассказано, что значит активное согласие. Когда можно свой, писюн присунуть. Когда нельзя присунуть. Мне это в целом как бы не очень актуально. Но информация была достаточно интересная. Тут в Америке с этим очень строго. И я, проходила эти тесты, и мне было очень смешно с одного из вопросов. Сейчас я вам покажу его. What is low risk drinking? Типа, когда вы снижаете риск. И там было написано: для женщин не больше, чем 7 бутылочек в неделю, а для мужчин 14 бутылочек в неделю. Я говорю, кажется, они что-то перепутали. Во-первых, 14 для женщин, во-вторых, в день. Я прилетела, меня встретили Илья с Лизой. Я думала, что я сразу поеду домой спать, потому что, 28 часов. Они говорят: не-не-не-не-не, мы сейчас в дайнерную поедем. С кем с дайнер? Я думаю, ладно, поехали, мы туда приехали. Я после этих макарон с горохом, у меня пузо вздуто. В итоге я поела суп, и ребята там заказали себе по молочному коктейлю. Мы посидели, и я поехала домой. Так вот, я поспала сегодня 8 часов. И, если честно, я бы спала еще столько же. Но учеба у меня начинается через 1:15, поэтому сейчас я крашусь и выезжаю. Ребята, вы знаете, что я сейчас учусь на режиссера, и долгое время, на самом деле, я боялась монтажа. Но сейчас я обожаю его так, что вы просто не представляете. Я монтирую везде. В самолете, в машине, когда у меня есть свободное время. Буквально у меня присутствует какой-то фетиш на монтаж. Таким образом, у меня влоги готовы не через несколько месяцев, а буквально через неделю, сразу после съемки. Когда я только начинала монтировать, у меня это занимало несколько недель, потому что был просто такой, знаете, белый лист. Ты открываешь программу, смотришь на таймлайн и вообще не понимаешь, с чего начать. Что должно из этого получиться? Просто, знаете, такой вопрос: что мне делать? Мне дали потестировать Movaviku, и она мне реально зашла, потому что интерфейс очень понятный. Ты не думаешь о том, как что работает, ты сразу видишь видео и просто собираешь историю. Без всяких торрентов, ты реально не ломаешь себе голову. Я беру свои же футажи, чуть-чуть подрезаю, склеиваю, добавляю титры. Кстати, у них можно включить субтитры в один клик. И все это происходит очень быстро и спокойно. Звук чистится автоматически, музыка и эффекты уже есть внутри. В какой-то момент ты ловишь себя на ощущении, что тебе вообще не страшно. Ты как будто не монтируешь, а просто сохраняешь момент на дорожке. И опа, все готово. Это, кстати, уже то, что я успела смонтировать. Там 10 секунд готового видеоматериала. Ну как-то будет некрасиво, да, что она приносит свои печенья, а я приношу крамбл кукис. Хотя нас там будет 50 человек. Крамбл кукис точно бы разлетелись. Ну, протеины нам не надо. Залог успеха любой американской вечеринки — попкорн. Но даже если ты делаешь фильм или влог, процесс должен быть понятным. И вместе с Movaviku собрать ролик очень просто и быстро. Рендер очень быстрый. Немаловажно, что Movaviku сделана российскими разработчиками, так что купить подписку можно с любой российской картой вообще без проблем. Чтобы процесс монтажа шел так же быстро, как закончился твой чай к просмотру этого ролика, скачивай Movaviku. Создавать свои ролики теперь очень быстро и супер комфортно. А по моему промокоду MADRID вам будет скидка целых 25%.
У нас сегодня по расписанию 4 пары. Первые 3 пары — это какие-то обучалки, то есть там как пользоваться страховкой, как пользоваться хабом. Это сайт, на котором мы сидим, ну как типа портал университета, в общем. Потом у нас будет какой-то общий обед, типа со всеми одногруппниками в 2 часа дня. Прямо написано mandatory, обязательный обед. Очень интересно, что там будет. Чем кормить нас будут. Поехали. Первую неделю я ездила на пары на такси. В обе стороны оно выходило $60, это 5000 рублей. И каждый день, конечно, так тратится только на универ, это очень жестко. Это, собственно говоря, мой университет, такой большой, красивый, стеклянный. И находится он на улице Warner, потому что здесь Warner Brothers. Но меня больше взбудоражило не это, а факт того, что через дорогу от универа есть Starbucks. Мне бейджик повесили. Бля, как страшно-то, ёбаный рот. Scene that you're working on, no matter what program you're in. I thought I was going to be behind the scenes a little bit yesterday, but one of the things that I was so grateful for in our opening session was that you had questions. The cinematography and the documentary side of things, so if you fall into one. А потом нас попросили назвать наши любимые фильмы. Okay, look, the story, absolutely horrible. I'm gonna say garbage. Characters, none. My favorite movie is Mommy by Xavier Dolan. It is Canadian man. I love unexpected moves in films, and there was a moment when the screen transformed from the square to the full screen when the main character was became happy. So that's why it is exciting film for me. Потом у нас пошли обучалки, списывать нельзя, GPT пользоваться нельзя, и потом мы читали диалоги по ролям как раз об активном согласии во время секса. Oh, thanks for letting me borrow your car. No problem. Next week. Нам раздали какую-то странную хуйню. Вот такой пакетик, и в нем лежит что-то странное. Если честно, я не понимаю, что это, но нас каждого так по имени вызывали, как будто нам сейчас выдавать будут эти шапки, знаете, студенческие. А нам выдали галстук. Что это такое? Тут одними булками кормят. Хлебушки да булки. Вышла на улицу, съесть свой протеиновый батончик. У меня тут уже друг появился. Такой говорит, ну, Starbucks этим тебе надо? Я говорю, не надо. Я уже печенье обожралась. А вот и я. Я жива. 6 часов. К такому меня жизнь не готовила, если честно. Тупо 6 часов в универе. У меня было 4 пары. Боже. И это что, так целый год будет? Блять, слушайте, но мне понравилось. Очень круто, они показывали выпускников, показывали, как эти выпускники выступали со своими работами, короче, на всяких кинофестивалях. Всякие фильмы показывали известные, но они известны здесь, в Америке. Они показывали, и вся аудитория такая: вау, Топ Ган. Я думаю, Топ Ган это из CSGO что-то или откуда это? А, у нас в России есть такая стригаловка, Топ Ган. Зашла в магазинчик после учебки, у меня прям тут около универа получается и Starbucks, и магазин продуктовый офигенный, Whole Foods, где можно еду готовую взять. Но я не голодная, но я хотела, знаете, что сказать? Что очень хорошо, что мы в Праге держали ёбнутый режим. Мы ложились в 11 утра, в 10 утра и вставали типа в 6 вечера. Из-за этого я сейчас вообще не ощущаю джетлага. Я как будто не уезжала отсюда. Но не живите в таком режиме, это ужасно. Та самая мать, которая приехала встречать, извините, дочь в школу. Доча молодец, Дочь, доча, доченька. Убери, ты не поступил. Умничка, гордость моя, умница. Лиз, стоишь как с щитом, как будто с щитом. Подожди, Лиз, а ты в Warner Brothers учишься? Я тоже Просто тут филиал, где мы будем снимать, а там мой филиал. Чё, блядь? Я в***ую. Это что за флеш-рояль? Клубнику завезли за $20. У меня концепция, и мы говорим втроем. Мы пробуем клубнику за $20 и ем ее один я. А вы с такими ебаниками, типа, недовольные, блядь, как будто не досталось. Короче, слушайте. Значит, я знакомлюсь с абитуриентами. Мы все по очереди вставали, называли наши имена, откуда мы и так далее. Короче, там был один азербайджанец. И я встаю и говорю, I'm from Russia. До меня никто ничего не говорил, что они русскоязычные. И этот азербайджанец такой, о, привет, знаете русский немножко? Я такая, ура! Короче, мы с ним типа закорешились. И каждый раз, когда я что-то высирала, он мне хлопал. Один. Он тебя поддерживал. Он меня жестко поддерживал, это было очень мило. It is exciting film for me. All right, one more, and then we'll give y'all a break.
Потом у меня 2 казаха в группе. Они тоже идеально, естественно, говорят на русском. Очень много мексиканцев, индусов. Индусы сразу скооперировались, сели в пятером и сидели все в пятером. Мафия такая. Объединились. А вы не объединились, типа, знаешь, с казахами? русскоязычные? Нет, мы все по разным углам сидели. Потом у нас есть французы, у нас японцев и 2 китайца. Вот, остальные все американцы. Один чувак встает, все называют там, знаешь, Франция, Япония, а один встает, а тут есть район Бурбанг. Это 5 минут отсюда, он встает такой... Бурбанг. И все такие, типа, вау, далеко круто. ехал. Далеко ехал. Потом нам рассказывали, у нас был блог, целый про читерство, списывание, что вот нельзя списывать, что за это очень жестко там ругают и все такое. Опять чат GPT типа говорили? Говорили, да? тоже нельзя, потому что это все будет легко прослеживаться. И потом был блог Sex Education. Это было очень смешно. Нам показывали презентацию, как правильно получать согласие. Активное согласие. Я забыла, как это называется. Это если на случай кто-то понравится из одногруппников? Да. Это, знаешь, про азербайджанца того, который тебя больше всех поддерживает? У нас запрещено встречаться. С азербайджанцами. Дейтинг запрещен, прикинь, типа вообще нельзя за ручки держаться, нельзя целоваться, ничего такого нельзя. Дальше, как получить активное согласие? Нам показали видеоролик, где девушка, значит, лежит с парнем на кровати, обнимается, все такое, и он ей говорит, можно ли взять тебя за руку? Чего, блядь? И все начинают ржать, потому что обычно после такой фразы все говорят, нет, домой. Да. Можно ли взять тебя за руку? Потом надо сказать, можно ли продолжить? И ты отвечаешь, да, если у тебя есть презерватив. И потом встает преподша и говорит, это скилл, вам нужно практиковаться. Лиса, ты поступала на половое воспитание? К концу обучения за 1 год залетела и родила, блядь. Еще потом, если, например, она сказала, если кто-то сольет мои нюцы, мне конкретно, знаешь? Короче, если сливаются какие-то нюцы. Преподше первой нужно отправить, Да. чтобы она... Реально? Преподше нужно сказать, и она составляет заявление в полицию. Типа, короче, тут там полная, как это сказать, защита. Полная защита от универа идет. То есть, типа, харассмент любой, ты сразу стучишь ей, и она сразу тебя это консультирует. Потом есть бесплатная круглогодичная психологическая поддержка. Курсы творческие, куда ты приходишь, вы рисуете все вместе, делаете ювелирные украшения вместе, лепите из глины. Офигеть. Это все бесплатно, и это типа mental wellness. Типа, что у тебя есть вот эта вот поддержка постоянная, ментальная. Ну, это вообще очень круто. Конечно. Потом, если кто-то голодает, есть снеки бесплатные на -1 этаже. В любой момент можно зайти пожрать. Они помогают с одиночеством, тревогой, волнением, РПП. И у них есть приложение, где ты в любой момент, хоть в час ночи, можешь им позвонить, они с тобой поговорят. Психологом, вау. Я столько за жизнь не успела, сколько у тебя. Да, за 1 день, извините. И половое созревание, и нюцы, извините. 2 hours later. Короче, у нас вайбы легкого безумия. Илья решил после моего тяжелого трудового первого учебного дня отвезти меня, короче, покататься на быке. Help! Help! Бык какой-то всратый у них. Зато народу очень много. Как будто сегодня, не знаю, пятница или суббота. Просто с быка на стол. И въедут всю тарелку, все бокалы. Илюша очень подходит под эту местность. Таня, пожалуйста, не умри! А то мне рент не хочется одной платить. Ой! Ой! Блядь, какой пикл! Короче, Артур сегодня делал татуировки 12 часов и пришел на быка, и он такой, блядь, 12 часов работал и на быка. придется кататься на быке. 4 пары и на быка. Давай! А значит, ты залезешь? О, нихуя! Честно, сердце просто долбит драм н бейс. Лиза пошла! Лиза пошла! The next day.
Все, сегодня была только одна пара, такая, знаете, больше про коммуникацию, типа, ну вот замотивировать нас, поболтали, чтобы все раскрылись. На самом деле забавно то, что я подружилась не с казахами. Я извиняюсь, что я по нации, да, называю ребят, просто я пока не всех запомнила. Не с ребятами из Казахстана, даже не с ребятами из Азербайджана, а я подружилась с девочкой из Колумбии. Не знаю, она мне очень нравится, она хорошая. It is necessary to show someone who I can connect with. Oh, that's nice. Here's Christina, yes. Yeah, Christina. Yeah. Here's Christina. She's from Colombia. Colombia, and her native language is Spanish. Spanish. Yes. And my native language is Russian. But we found each other today. We realized that we are both overthinkers. Yeah, we're overthinkers, but that's nothing bad with it. You just need something to read or watch movies or Yeah, to read a lot, to watch movies a lot. Yeah. So find yourself in something that you really like a hobby or anything that distracts your mind when you are in this position. And this is our main thoughts. We were sharing our thoughts. And how did you like today's lesson, today's class? It was pretty interesting, you know, just for that reason, because it helped us like finding a way which you can connect when you're going to storytell something. And So, express yourself without any shy. Yeah. That's really good because no matter the language barriers, like I was telling you, like everybody is trying to connect and to tell something really new and nice. We were motivated as fuck. Yeah, that's true. We're going to crush it, like give everything. Yes, give everything, crush. Я еще думаю, что я, конечно, заведу себе еще друзей, потому что мы же все-таки будем все в командах работать. Но время еще есть, еще не все приехали. Большинство придут только с следующего понедельника, потому что учеба в следующий понедельник начинается официально. Это так, чисто вот ознакомительное. Я довольна, барьер ломается языковой. Мы только что обсуждали с Кристиной, что у нас тут, что у нас будет сегодня на ужин, опять пончики, а у нас пицца, ёбаная. Это кошмар, господи. А где протеины? Пепперони, чиз. Ну, спасибо, я не голодный. Сейчас я жду Таню, и мы едем за моей машиной. Наконец-то вы ее увидите в этом влоге. И я наконец-то ее увижу, потому что я ее купила где-то, наверное, месяц назад, ну, как только приехала. И я ждала, пока она выйдет из барри-шопа. Это типа как сервис, салон. A few moments later. Короче, Мерседес сломался. Хорошо, еще не купила, не успела купить. Да, потому что чел, который продавал ее, он решил, ну вот сегодня, на всякий случай чекнуть ее типа через компьютер, проверить двигатель. И двигатель оказался сломанный. Слава богу, что я ее не купила, потому что, прикиньте, она бы встала у меня через пару месяцев где-нибудь. И все, и мне кучу денег надо отдавать за ремонт, я ее уже не продам, короче, трэш. Поэтому мы с Таней сейчас едем смотреть другие машины. Короче, у нас было, как вы понимаете, много вариантов. Первое, это была машина Mercedes. Мы нашли просто, знаете, как вот на свалке, грубо говоря. Тут есть хорошие салоны, сервисы, я вам их покажу. А есть не очень хорошие, это там, где просто вот, ну, разборка. Таня называет это разборка. То есть там просто какие-то старые очень автомобили 2005-2010 года, и там мы нашли один Мерсик. Это реально вот минивэн, вот, о котором я говорила тебе. Таня говорит, давайте за 7 тысяч автобус купим, будем ездить. Тань, вот эту берем. Стрижем, как Марлин Монро, блядь, сделаем. Да пиздец. И вот будешь ездить. Ну вот эта слишком большая. Вот мне не нравится ее форма, она какая-то, блядь, странная. Вот это прикольная. Это вообще прикольно. Вот такой кабрик нашли. У него поебанный салон, но он очень красивый. Я не... Пиздец, как красиво, это просто пиздец. Посмотри. Е350. Но а что можно сделать с креслом вот с этим? Да хуй его знает. Сейчас надо с ним поговорить. Не говорим, что мы сразу покупаем, попробуем Хорошо. с ним поторговаться. Типа Хорошо. сказать, то, что, блин, не кресло менять еще. Ага. Чел, давай это. Ага. Now you can see the car. Окей, thank you. Тань, ну что? Покер-фейс. Мне знаешь, что не нравится, что у нее вот тут разъебано. Ты поговори с ним насчет этого. Вот тут разъебано. Да. Слушайте, ну хороший кабрик, хороший. Ну внутри немножечко поёб, но сказали, что скидку хорошую сделают. Ну хороший же, да. Он был в очень плохом состоянии. У него отклеивались боковушки вот эти вот. То есть ты сидишь, тут такие деревянные вставки лакированные, они уже отваливались из-за того, что солнце много в салон попадало. Короче, там были царапины, спинка кресла водительского была просто в мясо. Да, это стоило 800 тысяч рублей. Ну, это очень дешево для машины. Я не знаю, что в Москве можно купить, какую машину на 800 тысяч. В общем,
Этот вариант отпал. Дальше мы поехали, Таня позвонила своему знакомому, и знакомый дал нам контакт одного чувака-армянина, который тоже продает машины. Мы поехали туда, и у него не было ни Мерсов, ни BMW, потому что в новогодний сезон он все продал, и остался только один Range Rover. Тань, куда мы с тобой сейчас поедем? За Range Rover. Интересно, очень интересно. У меня у папы был Range Rover в 2015 или 2014 году. И я подумала, что а почему нет? Машина вроде хорошая, это классика, не стареющая, она очень удобная, комфортная. Но есть один нюанс. Когда я села в нее и сделала вот этот вот тест-драйв, да, она очень плавно едет, ты в ней чувствуешь себя как за каменной стеной, сверху все хорошо видно, я маленького роста, мне удобна большая машина, потому что я все вижу. Вообще, блядь, роскошь на грани разорения, если честно. Да? Да, но она очень плавная. Я то протерла. Это было очень смешно. Но, блядь, душа лежала к другому. Мы сначала с Таней случайно заехали в соседний салон, не к Range Rover, а в соседний. И там мы нашли одну бэшечку, она была тоже кабриолет, но она была 2016 года. У нее не было задней камеры, а для меня это критично, мне нужна очень задняя камера. И тоже она была поцарапанная, салон был прям такой старенький. И весь вечер мы с Таней разговаривали с чатом GPT, и он нам перечислял, что купить умнее, Range Rover или вот этот вот кабриолет. Конечно, умнее купить Range Rover, я его и продам дороже через год. Он такой для меня как будто ассоциируется с чем-то семейным, с поездкой с 3 собаками, с мужем, а у меня пока такого нет, понимаете? Вот для души или по уму я живу? Вообще 50/50. Но в этом случае как будто для души на 100%. Я написала всем: Андрею, маме, папе. Я была уверена, что мой папа скажет: Range Rover, конечно, это же удобнее и комфортнее. Папа. Ну, кабрик там как раз для такой погоды в сухой на кабрике гонять идеально, там, наверное, все на кабриолетах ездят, потому что, твердая крыша нужна только в жару, когда кондиционер нужен, летом, то есть, и только когда, дожди, или, понятное дело, когда там холод, а холода там не бывает, там и дождей не бывает, да? Я подумала, что, может, это судьба, надо зайти на их сайт и посмотреть другие машины у них, и там я нашла машину. Итак, друзья, день 125, выбираю машину. Что мы думаем по этому поводу? Я не буду говорить, сколько она стоила, но она стоила дешевле, чем в России, такая же машина в 3 раза. Вывод. Авиасейлс. Лос-Анджелес. И берем машину. И нормально раскайфовку устраиваем. Пу-пу-пу. Вот так вот у нас тут. Сейчас посмотрим. Бамс. Слушайте. Так она охуенная. Она пахнет новым салоном. Я вообще в кайфе. Очень круто. Ребята, какой Range Rover? Чем я думала? Я бы Range Rover купила и такая, прикольно. А тут я проехалась, я там газа даю, она рвется, жесть вообще. Бант ебашит тебя? Да, бант, сейчас бант сделаю. Витя, это тебе подарок. Знаешь, от у тебя тебя. скоро день рождения. Прости, я тебе только духи подарила на Рождество. Вот, держи тебе нормальный подарок, наконец-то, как мы умеем. А посмотри, как у нее светится эта штука. Сейчас бант поставит и вообще будет топ. Таня ревизора, она пришла, говорит: слушай, а ты заметила, что у тебя нет одного вот этого кружочка здесь? А я не заметила. И Таня говорит: слушай, а может у них есть? Я говорю: да, сейчас с другой машины открутят и мне прикрутят. Мне смешно, что у нас поверхностно абсолютно. То есть мы никакую диагностику не проводим, просто кружочка нет. Вот это очень важно, знаешь. А вот и бант. Я рок-звезда, и мне похуй на вас, я не слышу вас вовсе. Эти суки скейтборды, я выгляжу как фараон. В коксе мой конверс, блейзер Аматори 2007. Завтракаем и бежим на 3-й день пар. Он будет заключительным на этой неделе. Короче, прикиньте, мы с этой девчонкой, с Кристиной, оказывается, будем не вместе. Ну, то есть она тоже на филммейкинг, но у нее Master of Fine Arts, то есть она магистратуру, получается, пошла. Она уже отучилась у себя в Колумбии, и здесь она вот продолжает, получается. Я буду с чуваком тоже из Колумбии, мы сегодня все сидели вместе втроем. Такие, знаете, я не знаю, мне с ними так комфортно, типа, даже пофиг, что я говорю не на русском, тупо на английском. Я все переспрашиваю у них,
хотя бы могла у ребят из Казахстана подойти, ребят, типа, объяснить, что они сказали. А я думаю, нет, возьмем это как челлендж. Я сегодня узнала очень прикольную штуку. Нам сегодня рассказывали про equipment, про оборудование. В общем, нам не нужно ничего платить за оборудование. Единственное, что у нас должны быть компьютеры. Но я думаю, что у всех здесь они есть. Раз мы все поступили на филммейкинг, как будто у всех должны быть компы. Получаем бесплатное оборудование, подписываем там бумаги, что если мы их потеряем или испортим, то мы будем платить за это. А так бесплатно. И вот эти автобусы будут нас забирать. Снимаем мы с субботы по понедельник. В субботу нас забирает автобус отсюда. Там есть ланч, но можно брать с собой ланчбоксы. Я думаю, что я буду брать ланчбоксы, потому что, я так полагаю, там одна пицца, как обычно. Мы туда приезжаем, все снимаем на желтом автобусе. Бля, это так круто. Потом в понедельник мы наше оборудование возвращаем. И еще прикол, они сказали, что мы будем снимать в Universal Studios. И там же их экскурсии есть на автобусе. Это как аттракцион в Universal, в парке аттракционов. И там люди часто проезжают, и им говорят, these are students from New York Film Academy. В этот момент они начинают фоткать студентов, потому что они думают, что мы что-то крутое снимаем. Они такие, типа, будьте осторожны, если не хотите попасть в объективы чужих камер, повернитесь спиной, а то они думают, что вы famous. Короче, друзья, сегодня ездила на этой малышке весь день с такими шикарными видами, просто с открытой крышей. Это было так вайбово, просто можно сдохнуть. И я съездила по магазинам, вот это моя база на самом деле. По магазинам я езжу только так, раз, два, три. Сейчас дома будет распаковочка. Как видите, я побывала сегодня во всех магазинах. И в Trader Joe, и в Whole Foods, и в Erewhon. Начнем с Trader Joe. Очень крутой магазин для тех, кто любит экономить. Я вот все, что вам я сейчас покажу, я потратила на это $30. 2500 рублей. Первое, это вот такие вот ингредиенты для cinnamon роллов, булочек с корицей, но organic, типа. Я их попробовала в Erewhon, они выглядят вот так. Они невероятно вкусные, они без выпечки, без всего. То есть это просто ролл из сырых ингредиентов. Ничего не выпекать не надо, никаких яиц там нет, ничего, все органическое. И, короче, я купила все ингредиенты: пекан, овсянку, ванильный экстракт. Я кучу всего купила для того, чтобы просто делать эти булки. Рецепт будет в ТикТоке, не здесь. Я в ТикТок это буду снимать, так что подписывайтесь, ссылку оставлю. Брокколи и креветки, чтобы сделать ньокки. Я купила тут ньокки недавно, и я думаю сейчас их отварить и с креветочками сделать себе на ужин. Ну, в Америке надо готовить. Тут, если питаться в Erewhon, будет в день. Ну ладно, сейчас подойдем к этому. Следующий, Whole Foods. Идем по нарастанию цены. В Whole Foods я потратила $50, тоже всякие ингредиенты для торта, кленовый сироп, моя любимая база, протеиновая овсянка ночная. И вот такой зеленый чай, я просто блок купила, я обожаю вот этот зеленый чай, я на нем живу буквально. Вот кто-то торчит на Coca-Cola Zero, я торчу на зеленом чае. И последнее, это Erewhon, это самый дорогой магазин, ну это пиздец. И там вот набор еды, типа условно, чуть-чуть мяса, чуть-чуть овощей, чуть-чуть пасты, будет стоить $50, 4500. То есть прям как полноценное меню в каком-то ресторане Мишлен в Санкт-Петербурге. Там я потратила $70, а купила я всего-то вот такие веганские десерты. Короче, я не веган, я не выебываюсь, типа я не ем, блядь, молоко, не ем яйца, я ем все, я, блядь, белки только так за обе щеки улетают. Я очень люблю вкус вот этого вот сырого чего-то, сырого теста. Вот мне так нравится, что я скупаю просто всю продукцию вот этой вот фирмы. Ну и не будем умалять факт того, что у меня веган-кафе в Москве. И я все время очень excited попробовать всякие веганские штуки в других странах, чтобы написать своему шефу, и мы сделали что-то такое же крутое. Такой вот тортик, например. Удобно очень, что все пишут, почти во всех магазинах, пишут производители калорий сразу. То есть тут, например, 220 на кусок торта. Здесь, там, не знаю, 170 вообще. Роскошь вот так. А вкусная, ну, пиздец. Но Erewhon меня пугает тем, что их конкретная продукция, вот эта дорогущая, да. Вот я купила апельсинки вот такие. Это стоило $9. 800 рублей вот за такую вот упаковочку апельсинок. Они на своей продукции, суки, не пишут ни калорий, ни КБЖУ. А позиционируют себя как fully organic, типа полностью натуральные, там без всякой фигни. Но есть у меня такое чувство, что они тут добавляют что-то, что портит КБЖУ. Блин, это очень вкусно. Докрыни же. И вот такой сыр козий. В Erewhon все выглядит, конечно, охуенно. Ты просто ходишь в прилавки, вот эти видишь. Хайли Бибер, блядь, тут сидела. Оззи Осборн здесь пил наш смузи. Это такой, блин, я тоже хочу быть частью этого. И все такое, типа, знаете, эстетичное. Дерут с людей бабки. Вот так. Надо готовить еду, а то я уже видите, такая бешеная из-за голода.
такой вот ужин. Такие, друзья, суровые ужины в Америке, как говорится. Life is not strawberry. А это нам на завтра. Ладно, тоже буду влог снимать. Короче, мы с ребятами в Довер-стрит маркет пришли. Это типа модное пространство такое, где очень много брендов. Видите, все очень стильно вот так вот украшено, бла-бла-бла. Лиза как зашла, сразу у нее было, знаете, она не знала вообще, что это за торговый центр. Но как только она сюда зашла, она сразу повернула вот сюда. Ульяновские бабушки. Это бурановские, Зай. Бурановские? Ульяновские. И я только что делала обзор вот на это платье. Илюша, выйди на секундочку, я покажу платье вот это вот. Ничего не выбрала? А ты, Илья? Я выбрал 2 образа. Таня у нас стилист, и она мне подберет несколько луков. Для меня это что-то новое. Ну вот такой вот у нас образ летний получается. Если, знаешь, я вот черный подобрала, вот такой вот красивый он идет. А то, что, ну, вот это болтается, да? Да, оно так и должно быть, чтобы больше проветривалось тело. Но в целом у нас есть, если что, еще такой потеплейший. Но это как летний такой вариант, да, потому да, что сейчас все-таки зима. И да, это и такой он идет второй. со шляпочкой, такой аксессуарчик у нас. Такой кандибобер. Да, кандибобер. Имя Ибрагим вам о чем говорит, кстати? Достаточно такой лос-анджелесский образ, мне нравится. Единственное, надо обувь какую-то другую, потому что тут лоферы не подойдут. Да, каблучки. Ну, вот здесь вот мне не подойдут, да? Ну, каблучки, мы думаем, подберем. Тогда сейчас делаем второй образ, и я вернусь. Слушай, ну под этот, кстати, я думаю, нам надо подобрать какие-то гольфики с тобой и балеточки. Мейзен Марджелло. Ну, это тоже такое вдохновлено Беверли-Хиллз с пальмами таким. Да, Вагуэра именно этим и вдохновлялась все. Ну вот, в общем, такие у нас образы получились. И даже можно их между собой миксовать, да? Можно миксовать, прям сверху можно вот это надеть, будет такой многослойность. Очень модно в этом сезоне. С этим кандибобром это будет прекрасно. Можно? Куда едем? Можно. Нам в Колобасис. Малибу? Малибу. И музыка. Поехали. Илья очень боится, когда ему сигналят, он не говорит. Реально? Да. Тогда не отпускай кнопку сигнала. Бля, это так круто ехать вместе на Малибу! Без Эривона у нас ни один закат не встречается, так что нужно взять какой-то напиток или какой-то снэк и потом уже поехать на пляж. Таня чисто за напиткой. У Тани есть промокод на бесплатный напиток. Из-за того, что она работала с Эривоном, у нее есть типа тут бонусы, на которые она может питаться. У меня нет бонусов, поэтому я взяла себе такой ролл и тортик. И еще смотрите, какая пицца на самом деле супер секси. Я вам не показывала, как выглядит вообще еда в Эривоне. Еда в Эривоне выглядит охуительно, я вам так скажу. Посмотрите. Все сожрать бы. Лиза, у тебя что? Манго Малибу. И у Тани тоже манго Малибу. Как те, кстати, смузи эривоновские? Понравились? Это пошлая блондинка. 2 пошлые блондинки. 2 натуральные, пошлые. The next day. Так, всем доброе утро. У меня сегодня пара начинается в 4 часа дня, поэтому времени зря терять нельзя. Мы едем на йогу. Я в ахуе. Что за жизнь у меня? Ой, блядь, алло, пилатес матча. Алло, пилатес матча. Вот такая вот у меня студия йоги. Вообще тут можно брать абонементы, и у тебя будет, по-моему, за... Что громко? Меня только что спросил чувак на ресепшене, почему ты не берешь мембершип, почему ты типа одно занятие за $40 берешь. На самом деле, потому что я переживаю, что я сейчас возьму, а у меня по учебе будет завал, и я не смогу ходить. А мембершип стоит $300 в месяц, типа там 25 тысяч рублей, но ты можешь ходить безлимитно. А тут я заплатила 4 тысячи за одно занятие. Но вдруг у меня будет всего 4 занятия, и будет 16 тысяч. Тут есть 2 приложения, ClassPass, в нем можно взять 5 бесплатных занятий в любой студии вообще. Есть MindBody, вот через MindBody можно единоразовые вот такие вот
бронировать штуки, и поэтому пока что я единоразовыми пользуюсь, а потом решу, чем мне нравится больше, потому что я здесь уже попробовала 5 или 6 студий. Вот такая тут красота, очень эстетично, приятные ароматы здесь. Можно взять водичку, можно взять кокосовую водичку, маты, если вы забыли, mat towel, типа это, которая на коврик стелится. И вот у меня есть коврик, и полотенце у меня тоже есть, поэтому мне тут ничего не надо. Еще тут можно вот так вот одежду, естественно, купить, маты, но мы идем дальше, я вам сейчас все расскажу. Забивная. Кто-то здесь очень модный, на лютом свеге. Вот там у нас проходит занятие, темная комната, жарко, пиздец, там 40 градусов. Но можно вот тут взять такое освежающее полотенчико и как бы сделать релакс. Прошло уже 15 минут, а я все еще красная. Все, поехали на учебу. Separate components. Right, but those little cups are expensive as shit. Oven space is something that could potentially limit us. Итак, друзья, мне дали расписание. Вы готовы офигеть? Сегодня единственный день, когда вот я начинаю с 4 часов дня, а во вторник, в среду, в четверг и в пятницу у меня занятия с 8:40 утра до 8 вечера. 12 часов почти. Потом у меня будут выходные, суббота, воскресенье и понедельник, потому что это день Мартина Лютера Кинга. И потом, то есть все будни я с 8 до 8 примерно. Суббота и воскресенье у нас shoot continuity film. То есть мы все уже снимаем фильмы по выходным, а по будням учимся. Блять, что ж делать? Я в шоке, если честно. Как жить-то, ёпта? Что будет завтра, и мне похуй. Шампанское, бутыль, бар. Я в мясо, ну и ладно. Слышно хоть твою банду, слышно хоть твою бабу. Короче, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. А пока по Голливуду добираемся до моего универа. Благо, ехать всего 15 минут. Тут вы видите Эльмиру, мою одногруппницу, и наш класс, в котором у нас было первое занятие с директором, то бишь руководителем нашей группы. А это тот самый парень Николас из Колумбии, с которым мы уже закорешились. Угар в том, что, короче, я не знаю, где мы будем писать все наши, заметки делать, да? Вообще логично было бы, чтобы был Google Doc какой-то на компе. И я говорю только что, не тетрадку же с собой таскать. Но тетрадку я с собой тоже взяла. Главная курильщица вышла на улицу. Мне очень понравился урок. Я тут уже нашла себе местечко, где я могу влоги снимать. Тут лампа светит на лестнице. Сейчас был очень крутой предмет. Мы наконец-то познакомились с нашим директором. Это наш главный чувак, его зовут Ник. Он такой, у него очень хороший английский, в плане я все понимаю, очень clear accent, you know. Короче, у нас было сейчас director's craft. То есть это, извиняюсь, меня протянул батончик во рту. Это основа всех основ, так сказать, basis. Я тут себе такие заметочки делаю, типа, знаете, inspiring, вдохновляющий, типа today is the day, сегодня все начинается. Мы будем работать в новом software, это новая программа, и он когда к нам обратился, он такой: так, ребята, я знаю, что кто-то из вас здесь по-любому работает в Final Cut, в Adobe, забудьте. Мой одногруппник мой идет, может сейчас увидите его. Вот, прошел, Мэнни зовут его. Круто, да? Важная информация. В пятницу у нас будет первый кастинг. Мы будем работать с актерами. То есть придут актеры, мы будем проводить им кастинг и, собственно, отбирать актеров для нашего первого проекта. А первый проект уже 22-го. Это через 10 дней. Это будет мизансцена. Первый проект мизансцена. Я знаю примерно, как это работает, поэтому я очень жду мизансцену. Мы разговаривали про фильмы. Я отметила Люк Бессона. Мне нравится Люк Бессон. Мне нравится его фильм типа «Леон», бла-бла-бла. Это называется на английском, кстати, professional. Не «Леон», нихуя, а professional. Я такая, а при чем здесь профессионал? Но фильм достаточно профессиональный. И мне такие все, блядь, типа это название настоящее, не позорься. У нас, естественно, запрещен AI, искусственный интеллект, но в презентациях, когда мы будем презентовать наши, фильмы, типа, что мы хотим снять, можно использовать AI, чтобы просто продемонстрировать картинку, грубо говоря. Но он сказал, будьте осторожны, потому что у меня было такое, что я использовал AI для презентации, а потом, когда пришел на площадку, я понял, что я не смогу это сделать. А тут в LA все дорого. Тут даже нельзя, животных на съемку позвать, точнее, разрешение получить. Это что-то $10 000, миллион. Очень дорого, короче. Мы еще говорили про наши guilty pleasure. То, что тебе стыдно, но ты это смотришь. Я сказала American's Next Top Model, а один чувак говорит Twilight. И ему препод говорит, okay, I got you. Are you Team Jacob? Sorry. Baby, I need you in my life, in my life. These bad don't go switching sides. I swear this is what you design,
Короче, я все узнала. Мизансцену мы будем снимать без слов и без звука, то есть просто действие одним кадром. И потом у нас будет мьюзик-видео, где мы должны будем уже использовать музыку, всякие звуки. Это прям моя тема. Нас будут делить по командам. У меня есть машина, и, соответственно, я буду как главарь команды. Я очень надеюсь, что мне добавят вот японца, который за мной сидел. Он прикольный чувак. Колумбийца. Пожалуйста, бронирую. Я очень нервничаю, потому что в мизансцене мы будем не в группе, я буду одна. То есть мне нужно самой придумать, о чем будет моя мизансцена. О чем же она будет? Но об этом я, пожалуй, буду думать уже завтра. God bless me. Друзья, я ненавижу вставать по будильнику, поэтому мой организм сегодня разбудил меня на 5 минут раньше будильника. То есть у меня учеба с 8:40, мне нужно выехать в 8 и встать в 7. Я встала в 6:55. Время 7, я готова. У меня тут готовится завтрак. Все варится, парится и готовятся с собой ланчбоксы, потому что мы сегодня учимся с 8:40 до 6:40 вечера. Вот такой получился быстрый ланч. У нас еще осталась свиная жопа в сметане, налетай. Вот так гораздо более презентабельно. На будущее. Вот это была ошибка. Короче, это пиздец. Мне кажется, Николас со мной больше никогда не сядет. Потому что каждый раз, когда я открываю рюкзак, чтобы ручку достать или тетрадку, там такие ароматы, блядь, ванили. Прямо, знаете, вот только открывается вот чуть-чуть. Я открываю молнию и сразу... Блядь. Никогда не берите с собой яйца в контейнере. Это ошибка. Это ошибка. У нас небольшой перерыв. Нам всем разрешили прогуляться. Я вот зашла в библиотеку, чтобы снять вам влог. Короче, я понимаю все. Даже все шутки. Я была уверена, что у меня уровень английского вообще не для понимания университетских каких-то тем. Но я понимаю вообще все. Я так рада. И они же говорят очень быстро, когда они шутят. И, например, вчера было. Нам рассказывали про близкий кадр, дальний кадр. То есть ECU, типа это extremely... Close up. Extremely close up. Экстремально близкий кадр, короче. Это когда у тебя детали. И он говорит, ну если вы хотите взять ECU чуть-чуть повыше, такое бывает. For example, she wears a Yankee cap. И я такая... I got you. У нас препод по монтажу, он мотоциклист. Очень крутой. В такой арафатке, такой крутой шлем стоит на парте, поняли? Прям такой, ну, канонный. Он говорит, здесь в Америке у нас 24 кадра в секунду, 24 FPS. Я была уверена, что FPS всего бывает 30 и 60, типа как на айфоне. И он такой, нет, у нас в Америке 24, а конкретно 23:98. И потом он такой, don't ask me why, I'm not nerd enough to know that. И я такая, блин. Мы будем монтировать в каком-то софтвер, который чисто для фильмов, Avid называется. То есть он говорит, даже не думайте монтировать в ваших программах, вы просто облажаетесь и зафейлите мой курс, потому что, да, это будет очень сложно, вы будете просто офигевать от того, как это сложно, но монтировать можно только в Avid. Итак, у нас время ланча, и на самом деле в универе достаточно мест, чтобы перекусить. Есть микроволновки, автоматы и даже буфет, который меня сразил, потому что это буквально буфет-ресторан. Помимо свежей выпечки, здесь полноценное меню горячих блюд. Teach me how to say. Баран. Baran. Like, да, lamb is baran. And smoothies and juices. Wow. We have chicken, we have salmon, we have you name it. This is salmon, yes? Wow. Look at this. Ребята, с гречкой. It is bit wheat. How you say it, pronounce it in English? Buckwheat. Окей, ребята, блядь, лосось с гречкой, ёбаный свет. And the master chef cooks very, very good. Are you a master chef? No, the You look like a master chef. For you. Thank you so much. It's literally like in Russia. He's Armenian. He's Armenian. That's why she cooks pretty well. Joe Pantoliano, Rob Lowe. Оказалось, что шеф-повар, который продумывает блюда для всех филиалов моего универа, из Армении. Ну я дурею, ребята. И параллельно между парами фигачу влоги. Тут есть такие специальные диванчики, где можно уединиться и поворкать. Кстати, я спрашивала у своих одногруппников, работают ли они, и все ответили, что отложили все свои проекты на время обучения. Но не я. А тут у нас уже пошел урок света и оборудования. Los Angeles is a very safe city, so nobody steals or anything like that. But just in case they do, please make sure everything is very close to your equipment. Бля.
Короче, сейчас время 3 часа дня, то есть, получается, прошло 2 пары, у нас пара идет одна, 2 часа 40 минут. И еще целая одна пара, которая будет идти 2 часа 40 минут, а сейчас час перерыва. Боже, блядь. Боже. Короче, вообще, basically, я кофе не пью, но сейчас мне это просто необходимо. Ты сидишь, вот представьте, сидишь 6 часов, полностью 6 часов без перерывов, и впитываешь как губка информацию, а информация просто, буквально вот так вот через твой мозг проходит. Камеры, свет, как нужно держать. Короче, Во-первых, я в шоке с того, насколько полезна информация. Я за сегодняшний день узнала столько, сколько я бы не насерчила, наверное, за месяц. Я себе заметки пишу. Я пишу и в тетрадке, и в заметках на телефоне для себя, для влогов информацию. Препод, который у нас сейчас был, он достает кейс с техникой. И кто-то спрашивает, а сколько стоит техника в этом кейсе? Он такой, камера $6000, сам кейс $6500, линзы где-то, по 2-3 тысячи долларов. И, мы насчитали стоимость кейса на 25-30 тысяч долларов. Мы передавали эти камеры как яйца Фаберже. И нужно обязательно сказать I handle it, типа, я держу ее. И мы вот так вот передаем I got it, I handle it, I got it. И мы, как из сериала The Bear, типа, с Джереми Аллен Уайтом, потому что они там на кухне всегда говорят шеф. Шеф. Такое правило, они такие, шеф. И у нас сегодня было так же. Когда на съемке ты берешь линзу, ты закрываешь ее рукой сверху, закрываешь снизу и говоришь glass is moving. Это делается для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь тебя не толкнул, линзу не разбил, потому что если разобьется линза, все, пиши пропало. Поэтому запоминаем. Glass is moving. Шеф. У меня такой Starbucks интересный, потому что он находится в магазине Warner Brothers. Вот ты вот так вот идешь, и вот тут Starbucks такой, знаете, торжественный какой-то. Блин, может быть, шотик выпить оздоровительный, чтобы, не дай бог, не заболеть. Что-то резко ипохондрия проснулась во мне. Ой, блядь, поспокойнее нахуй. Прикиньте, у меня скидка в Старбаксе. Я же пришла с бейджиком. Я не знала о том, что у них скидки 20%. Ничего себе. Посмотрите, какая милота. Боже мой. Я хочу себе такой капчик с лошадками. Ой. Вот так и прошел мой день. До 7 была в универе. Приехала домой, помыла машину от голубиного говна. И время 9 вечера. Охуеть можно. Пора на покой.